В Швейцарии ничто не может остановить поезд. Даже горы. Невероятно. Я чувствую, что это будет безумная страна. Здесь самые красивые коровы. А горы становятся все выше и выше. Видишь, вон то место. Но Швейцария также страна поездов. Поездов, которые бегут мимо виноградников, вдоль озер. В Швейцарии всегда есть на кого посмотреть. Добрый день! Если посчитать, я никогда не видел столь большой метраж ворот в одном месте. Чтобы получить удовольствие засыпать под звон колокольчиков, узнать, что разделить с кем-то сыр означает разделить дружбу. Люблю я эту программу. Ваше здоровье. За вас. А также увидеть пейзаж, как на открытках сгодится поезд. Производство Step by Step Production. При участии France Television и Voyage. Под стук колес. Авторы сценария Алекс Баден, Филипп Гугле. Ведущий Филипп Гугле. Режиссер и оператор Алекс Баден. Продюсер Жан-Батист Жуи. Швейцария. Швейцария. Чтобы попасть в другой мир, не обязательно ехать очень далеко. Мне всегда хотелось понять, как выглядит жизнь в этой маленькой стране, похожей на островок в центре Европы. Маленькая страна с населением в 7 миллионов, но с 4 языками. Немецким, французским, итальянским и ретро-романским. 4 языка и 26 кантонов, которые существуют словно крошечные государства и образуют одну из самых древних стран в мире. Но еще больше мне хотелось попасть вглубь Швейцарии, в ее деревни, села и горы. И все это на поезде. В Швейцарии поезда ездят повсюду. И их не пугают даже самые высокие горы. Итак, мой первый швейцарский поезд. Неплохо, да? Сразу видно, что мы в горах. А у этого поезда накачанные ноги. Потому что, смотрите, это самый крутой в мире склон для поезда. И это настоящий поезд. Не фуникулер с 2 кабинками, подвешенными на тросе, и которые, спускаясь, становятся противовесом друг для друга. Этот поезд сам сбирается автономно, за счет собственных мышц. И зовут его Пилатус. Этот маленький поезд, который ничего не боится, движется за счет зубчато-речного механизма и за полчаса поднимается на высоту 1600 метров на вершину горы Пилатус. Перевозят в основном туристов и праздно шатающихся. Немного смахивает на американские горки, но в Швейцарии. Склон с этого ракурса определенно впечатляет. Редко увидишь такое из поезда. Невероятно. Да, вы правы. Это невероятно. Как видите, склон составляет 80%. Да. Такой крутой, что, проехав 2 метра, ты поднимаешься всего на 1 метр. К тому же это старый поезд. Старая система. Да, система существует 130 лет. Первые 50 лет здесь ездил паровоз. Но вот уже 80 лет мы используем электровоз. Спасибо. Обожаю такие маленькие остановки. Выходишь среди гор и попадаешь на ферму. Настоящая ферма. Видимо, обслуживается только этим поездом. Добрый день. Гутен таг. Добро пожаловать. Ваша ферма обслуживает только поезд? Да, верно. Иначе только пешком. А ферма появилась раньше поезда или поезд был раньше?
Альпийские шале и конюшни существовали задолго до поезда Пилатус. В чем преимущества и недостатки фермы, которую обслуживает только поезд? Если все хорошо организовано, то нет проблем. Нужно просто синхронизировать жизнь с поездом. Но если заболеет животное, тогда придется перевести его в долину только на вертолете. Это не так уж просто. Но мы стараемся. Ясно. Но у вас цветущий вид. Хорошо. Данкишон. Спасибо, до свидания. Спасибо. Вернусь на поезд. Как славно, ты одновременно едешь на поезде и совершаешь восхождение на гору. И так много километров, чтобы потеряться в Альпах. Эту альпийскую вершину преследует призрак Понтия Пилата, который дал свое имя горе Пилатус. Согласно легенде, Понтий Пилат умер где-то здесь, поэтому гора проклята. И было даже запрещено подниматься на нее из страха прогневать призрака. Просто невероятно. Обалдеть. Не каждый день увидишь из поезда горного барана. Только в Швейцарии увидишь такое. Надышавшись чистым горным воздухом на высоте 2000 метров, я решил спуститься на более приятную высоту. Меня неотвратимо манил один небольшой район, от одного названия которого текут слюнки. Грюйер. Гора Пилатус Грюйер. Зеленый регион, где кажется, будто время течет очень медленно. Тут царит абсолютный покой. А единственная музыка — перезвон колокольчиков. Обожаю звуки колокольчиков на коровах. Освежающий звук. Словно опля. Освежающий душ. Давайте, давайте! Пошевеливайтесь! Пошевеливайтесь! Девочки, пошли. Вперед. Добрый день. Добрый день. Я Феликс. У вас прекрасное стадо. Да, красивое. Тут сотня. Сотня? Да, ровно 100. Девочки, пошли. У вас красивые коровы. Очень красивые и очень спокойные. А почему ваши коровы такие красавицы? Их такими создали. Я с ними спокойно. И они это чувствуют. Если на них только кричать или погонять, они нервничают. А если вы спокойны? А я думал, что швейцарские коровы фиолетовые. Только на обертках шоколадок. Значит, это неправда? Конечно, неправда. Выдумка. Да? Обман. Это успокаивает. И правда успокаивающее зрелище пасущейся коровы. Обалдеть можно, как тут здорово. Любопытно наблюдать. Хотя я удивлен, что это действительно успокаивает, несмотря на шум, который они производят. Да, я записал на кассету звуки посреди луга, а затем еще одну кассету пасущихся животных. А зачем? Ну, это успокаивает. Если зимой ты перенервничал, то, чтобы заснуть, можно поставить эту кассету. Лучше снотворного действует. Вы слушаете перезвон ваших коров, чтобы заснуть? Именно так. И что, помогает? Еще как. Никогда не дослушиваю до конца. Однако это дьявольский шум. А борода обязательно для пастуха? Вовсе нет. Просто так повелось. Когда раньше люди поднимались на альпийские луга, у них не было ванн, как сегодня. Не было горячей воды.
Они отпускали бороды, а когда спускались, сбривали или делали, как я, отпускали еще больше. Это признак лености? Да, можно и так сказать. Ясно. Пошли. Это ваша ферма? Да, моя ферма. И прекрасное шале. Да, красивое. Добрый день. Добрый. Да тут полно бородачей. Да. Как жизнь? Нормально. Привет, Феликс. Привет, Поль. Нормально? Да, хорошо. Что происходит? Сбор бородачей? Вас тут много. Да, иногда мы собираемся, болтаем, поем, спорим. Поете? Ну да. Да, поем. Значит, бородач должен иметь не только бороду, а еще что-то? Конечно. Мы гордимся нашими традициями, землями. Мы люди, которые сохраняют свои ценности. У нас еще сохранились ценности. Это точно. Мы твердо стоим на ногах, любим жизнь в деревне. Среди нас нет хипстеров и банкиров. Нет банкиров? Нет адвокатов. А есть бородатые банкиры? Неважно. Хотел бы я такого увидеть. Стало быть, вы рады повстречать бородачей? Да вас тут полно. Да, конечно. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Добрый вечер. Если посчитать, я никогда не видел столь большой метраж бород в одном месте. Это невероятно. Привет, Жан-Пьер. Здорово, Поль. Бородачи собираются вместе, удовольствия ради? Ну да, такова жизнь. Все бородачи Грюйера знают друг друга. Мы все знакомы друг с другом в Грюйер. Но мы говорим Грюйер. Нет, мы говорим Гривир. Гривир? Да, я запутался. Гривир означает Грюйер? Ну да, уже чему-то научился. А я могу сказать, что хочу съесть кусочек Гривира? Нет, только Грюйер. Это совсем другое. Это не сравнить. Сыр — это вам не местность. Стало быть, я в Гривире и отведаю Грюйер, верно? Я в Грюйере и отведаю Гривир. Неправильно? Нет, нет. Так нельзя говорить. Нет. Нет. А вот и другие коллеги. Снова бородатые. Да тут просто армия бородачей. Хотя так не кажется, но общество бородачей Грюйера — это серьезно. Более того, попасть в это замкнутое сообщество — большая привилегия. Похоже на летний лагерь Дедов Морозов. Чтобы попасть в этот клуб, нужно иметь непрестижную и как можно более длинную бороду, носить полный комплект одежды пастухов из Гривира, защищать любой ценой дедовское наследие швейцарских Альп. И как всякое уважающее себя общество, чаще всего они собираются, чтобы как следует перекусить. Осторожно, осторожно. Приятного аппетита. Набрасывайтесь. Набрасываюсь. Зачем собираться, если не отведать фондю? Конечно, фондю создает дружбу. Фондю создает дружбу. Мы едим из одного котелка, беседуем. А что вы кладете в настоящее швейцарское фондю? Какой именно сыр? Потому что это спорная тема. Здесь 50% Грюйера, настоящего швейцарского сыра. А что такое Грюйер? Грюйер — это альпийский сыр. Сыр из кантонов Фрибур и Во. И в отличие от Эмменталя, у него нет дырочек. Вы сказали кое-что потрясающее. Вы мне дали невероятно важную информацию. Вы сказали, что у Грюйера нет дырочек. У Грюйера нет дырочек. У Грюйера нет дырочек. Нет. А почему тогда мы покупаем Грюйер, просим сыр с дырочками? Это ошибка, которая длится годами, если не веками. Надо исправить, потому что для французов Грюйер — это сыр Эмменталь.
Это он в дырочках. Вот и повелось, что швейцарский сыр в дырочках, но мы его путаем. Да, уже из поколения в поколение. Это вписано в мозги людей, и изменить сложно. У Канте нет дырочек, у Бафора нет дырочек. Французы сильно отстают от швейцарцев. Что? Французы сильно отстают от швейцарцев, да? В усвоении многих вещей. Какой смелый. А что будет, когда мы доедим фондю? Тогда мы точно споем. Споете? Споем. Мы споем наш национальный гимн о Грюйере и наших коровах. Ладно. Устраивает? Полностью. Фондю, разделенное с бардачами из Грюйера, привело меня в хорошее расположение духа. Традиции здесь ненавязчивые. Они глубокие и легкие одновременно. В Швейцарии можно в мгновение ока через несколько километров попасть из традиционной деревни, казалось бы, на краю света, в современный и активный город. Здесь города в сельской местности. Я сел в поезд, чтобы попасть во Фрибур. Двуязычный город на лингвистической границе между немецким и французским. Вокзал Фрибура – это перекресток, от которого каждый день сотни поездов отправляются во все концы страны. В Швейцарии самая плотная железнодорожная сеть в мире. Добрый день. Добрый день. Я могу сесть рядом? Да, конечно. Я узнал, что швейцарцы в среднем 59 раз в году пользуются поездом, тогда как французы всего 17. Какая разница? А вы пользуетесь поездом, потому что... Лично я пользуюсь по экологическим причинам. Стараюсь всегда экономить наши ресурсы по мере возможности. И если есть поезд, то зачем ехать на машине? А чем, по-вашему, отличается экологическое сознание в вашей стране, где природу и так содержат почти как сад? Именно поэтому мы любим свою природу, дорожим ею. Люди гордятся тем, что живут в таком прекрасном месте. Им не хочется разрушать ее или расходовать ее ресурсы. Нужно уважать окружающую среду, поддерживать ее, не тревожить. Это очень важно в Швейцарии. Не тревожить других своим шни. Чем? Шни. Это означает приставание. Вашим шни? Да. То есть нельзя тревожить мир соседа своим шни? Верно. Это не скромно. Это отвлекает. Я заметил, когда разговариваешь тут с людьми в поезде, они замкнуты, сдержаны. Но затем они охотно болтают. Да. Все любят внимание к себе. Всюду. Да, в Швейцарии люди сдержаны, но когда видят интерес к себе, позволяют себе открыться. И говорят с удовольствием. А так они не разрешают? Не хотят мешать. Ясно. Интересно, какими им тогда представляются французы? Ну, Как они смотрят на французов? уверены, что хотите услышать? Да. Я работала со многими французами, и верно, их способ привлечь внимание здесь не одобряют. То есть? Они привлекают к себе слишком много внимания, излишне шумливы. Их не любят? Не любят. Но поскольку тут все больше и больше французов, привычки меняются. Их способ поведения противоречит нашим традициям. Особенно на работе. Они ругаются, жалуются, не хотят обсуждать. А мы обычно все обсуждаем, чтобы прийти к консенсусу. Мы пытаемся найти решение. Но спокойно. Спокойно.
Большое спасибо. Пожалуйста, счастливого пути. И почаще смотрите в окно, потому что тут великолепно. Да, тут красиво. И то верно. В поезде стесняешься заговорить с соседом, потому что хочется любоваться пейзажами. Это верно, стесняешься, но пожалуйста. Спасибо. Счастливого пути. До свидания. Фрибур и Менталь. Швейцария так живописна, что не надо ехать далеко за впечатлениями. И путешествие по этой стране напоминает поход в сырный отдел магазина. Я сейчас нахожусь в регионе Эмменталь, где делают сыр и менталь с дырочками. Настоящий. Не то что грюйер, который, напомню вам, без дырочек. Здесь говорят на немецком диалекте, и повсюду небольшие прелестные хозяйства, которые живут за счет сыра. И когда говорят «эмменталь», имеют в виду красивую корову. Добрый день. Добрый день, месье. Какая красивая корова. Да, замечательная. Замечательная? Здравствуйте. Здравствуйте. И правда она великолепна? Да. А почему она получила право на такое обслуживание? Она у меня особенная, самая красивая корова. Хочу, чтобы она была идеальной. Она идеально такая чистенькая. Редко, когда корова пахнет чистотой. Впервые я с удовольствием нюхаю корову. На самом деле она пахнет нашим фирменным семейным шампунем. Вы умываетесь таким же? Да, наша семья пользуется таким же шампунем, что и коровы. А ее вымя? Молоко течет? Да, обычно ее нужно доить каждые 12 часов. И сейчас нужно ее подоить. Но я жду, когда ее соски надуются. Потому что я собираюсь сфотографировать ее днем. Сегодня у коровы будет фотосессия? Да, она это заслужила. В Эмментале приятно фотографировать самых красивых коров. И это настоящее искусство. Для начала нужно устроить студию на пленэре, поиграть в садовника и терпеливо приручить королеву дня. Она еще недостаточно чиста? Я ее чищу, чтобы шерсть блестела. А, чтобы она блестела. А что вы наносите на ноги? Лак. Специальный белый лак для лошадей. Проблема в том, что у коров часто бывают отметины в районе суставов. А этот лак позволяет маскировать их, как на карнавале. И она красиво получается в кадре. А хвост по последней моде должен быть распушенным? Да, так модно. Да, и так красиво. У нее будет чудесный хвост. Ну хорошо. Снимаем? Фото? Да, снимаем. Ладно. Хотя на первый взгляд наша звезда выглядит покорной, сложно уговорить ее принять идеальную позу. Трудно вывести корову на подиум. Да, нельзя шуметь, потому что она нервничает. Вокруг много народа, да еще камеры. Она теряет терпение. Нужно, чтобы ноги стояли вблизи до сантиметра. Но она двигается, будет сложно. Да уж, трудно вывести корову на подиум. Держишь? Да, так хорошо. Обалдеть. Что он делает с колокольчиком и губной гармошкой? И зачем зеркало?
Непонятно. Когда шумишь перед ней или показываешь зеркало, это привлекает ее внимание. Уши становятся торчком. Она поворачивает голову и тянется вперед. А это именно то, что нам нужно. Но с ней зеркало не сработало. Видимо, она предпочитает музыку и гармошку. Ей не нравится ее вид? Ну, не знаю. Обычно срабатывает. Они любят вертеться перед зеркалом. А это... Ку-ку. Что ты думаешь? Что ты видишь? Ну, смотри. Наконец-то понравилось. Что она делает? Хотела бы я знать, что она думает и что видит. Забавно, требуется точная процедура съемки. Вообще-то все просто. Нужно всего лишь любить коров. Должно быть желание подойти к ним, потрогать. И главное, не бояться. Многие фотографы боятся коров из-за их размера. А их нужно любить. Вот почему у фотографов коров так мало. Стало быть, главный талант хорошего фотографа коров — это любовь к ним? Ну, я так считаю. Сложно. Она мотает головой. Подойди вот так. Идеально. Замри. Получилось? Да, она стояла спокойно. Так идеально. Можно посмотреть? Да. Да, да, стоит. Такая гордая. Хорошая корова. Только нужно будет убрать столб высоковольтной линии, и тогда будет идеально. Здорово. Красивая корова. Да, очень красивая. Идеально. Ну вот. Так она благодарит вас. Это значит, она довольна? Много выпила. А что вы делаете с фотографией? Поместите в гостиной? Что с ней будет? Да, но не только в гостиной. Я надеюсь, что снимок напечатают в официальном журнале, чтобы все увидели, какие у меня красивые коровы. Эта корова станет звездой. Да, возможно, она прославится. Надеюсь, многие быки захотят ее, чтобы наша история продолжалась. Невероятно. В Швейцарии существует необъяснимая смесь юмора и серьезности, заботливо ухоженных ландшафтов и маленьких уголков скромного безумия. Эмменталь, Цвайзимен. Например, этот поезд в регионе озера Лиман словно бы приехал сюда из прекрасной эпохи. Кажется, будто он появился здесь, чтобы покрасоваться и чуть-чуть развеяться. Однако это регулярный поезд, который ходит по обычному расписанию по одной из линий. На него не нужно бронировать билеты. Он служит для поездок к бабушке или на работу в атмосфере 30-х годов. И все по маршруту в несколько сот километров. Для обычного регулярного поезда он выглядит весьма достойно. Создает хорошее настроение с утра. Восхитительный поезд. А пейзажи просто прелесть. Замечательные. Согласен, безусловно. А когда за окном серая погода, то тогда все равно здесь красиво.
Всегда красиво. Поезд и пейзаж. И верно, восхитительно. А там что, полоса? Да, небольшая взлетно-посадочная полоса. Аэродром Санан, неподалеку от города Кштадт. Сюда прилетают всякие шишки со всего мира на своих частных самолетах. Чтобы поехать в Кштадт? Да, доехать за пару минут. Вы можете уже увидеть в деревнях большие отели, дворцы вроде Альпины. То есть сейчас мы видим одну из самых элитных деревень в мире. Внешне они, я бы не сказал, что скромные, но довольно-таки сдержанные. Именно так. Они сами так захотели, чтобы сохранилась подлинная внешность этих деревень. Во Франции у Кштадта несколько иная репутация. Сюда приезжают те, кто не хочет платить высокие налоги на родине. Что здесь говорят о них? Ну, во-первых, все знают, что в Швейцарии, так же, как везде, нужно платить налоги. Так что в штате тоже все платят налоги. Погодите, вы хотите сказать, что не нужно прятаться в штате от налогов? Нет, не стоит. В Швейцарии есть другие места, где налоги намного меньше. Существуют коммуны. В коммунах платят налоги намного меньше, чем в штате или во Франции. Это понятно. Лично я бы не выбрал штат, чтобы платить меньше налогов. Ясно. А вы можете сказать, где лучше? Хорошо. Ну, есть, например, коммуна Зуг в кантоне Аппенцель. Это в немецкой Швейцарии, правда, но швейцарские немцы гораздо лучше организованы и стараются извлечь монету из всего, что возможно. Понял. Время от времени они предоставляют некоторые послабления. Хорошо. На этом все. Забавно. Вы сразу же покраснели. Просто, понимаете, это такая вещь. В Швейцарии не любят разговаривать о деньгах. Не говорить о деньгах? Нет. Неужели? Не обязательно. А почему? Ну, они либо есть, либо их нет. В этом регионе много, так сказать, обеспеченных. А мы охотно берем деньги, которые они привезли сюда. С радостью. И все. И все. Достаточно. Цвайзимен, Кштадт. А в конце пути мистическое озеро Лиман, или Женевское. Оно мне напомнило, что в Швейцарии вода повсюду. Это самое большое озеро в Западной Европе с уникальным пейзажем. Оно считается мировым наследием человечества. Озеро окаймляют виноградники на террасах. Женева, Монтрeux, Лозанна – это звезды на берегах Лимана. Озеро Лиман – озеро Жу. А я продолжаю путешествовать в долину Жу в швейцарском горном массиве Юра. Сейчас в самом большом лесу страны мне назначена встреча с Марианной и ее мужем, лесорубом и бывшим лесником. Я найду их возле дерева, тщательно выбранного Марианной. Bonjour. Добрый день. Добрый. Это оно? Оно. Оно вам понравилось? Вроде бы да. У него красивая кора. Красивая кора? Да, ровная. Полностью покрывает дерево, нет проплешин. Надеюсь, что кора не окажется жесткой. А вам нужна мягкая кора? Мы должны снять ее, ободрать, снять верхнюю кору, чтобы увидеть, что под ней. Все это нужно для производства сыра. Постойте, вы срубаете дерево, чтобы использовать его кору для приготовления сыра? Да, остальные части дерева мне не нужны. Оно отправится в столярную мастерскую. Так. А я возьму то, что пойдет на изготовление сыра. Сыра? Да. Это будет запах сыра? Так пахнет сыр. Вот именно, так будет пахнуть сыр. Сейчас последние минуты жизни дерева. Да, но не смотрите на это с такой стороны. Оно даст возможность вырасти другим саженцам. Это не грустно?
Нет, это дерево используют для многих других вещей. Но если бы я услышал, что должен умереть, чтобы уступить место молодым, я бы не стал прыгать от радости. Ну, не знаю, испытывает ли оно те же чувства, что и мы. В целях безопасности вам лучше отойти на 2 длины дерева. 2 длины дерева. А как их рассчитать? 2 длины. Отсчитайте примерно 99 шагов. C'est 99 шагов. Это далеко. Уже 25. Так, хорошо? Поберегись! Поберегись! А звук? Какой звук? А вам не терпится увидеть кору? Ну да, Пойдем? пойдем. Хорошая. Хорошая? Да. А чем именно? Объясните. У нее хорошая толщина. Та часть, которая нужна мне, толстенькая. Видите? Вот эта мягкая часть? Да, да, да. Какая мягкая. Именно она дает запах и вкус. Пахнет свежей древесиной. Да. Но она еще мокрая. Да, видите, сколько сока. Так значит, именно эта мягкая часть между стволом и корой пойдет в сыр, Ну да, она самая. и она даст вкус. Да, придаст вкус. Она будет лежать с сыром в подвале. Этот загадочный сыр называется вашрен. Вашрен – Золотая гора. Я сейчас узнал, что один из секретов его вкуса – это лес. Вы тяжело дышите? Есть такое дело. Хотите попробовать? Да. Как называется эта профессия? Кабанчик. Кабанчик. Кабанчик, дикая свинка. Кабанчик. Да. Мы шерсть снимаем. Шерсть – это слой, который вы снимаете? Да. Но вы тогда кабаниха. Угадали. Однако так не скажешь. Ну и что? Срезайте неглубоко. Не нужно задевать сухие слои. Они мне не нужны. Стоп, погодите. Стоп. Видите? Я не справился. Я что, все испортил? Этот кусочек испорчен. Я вам шкурку попортил. Вот именно. Тогда возвращаю. Сейчас нужно определить длину шерсти. Я представить не мог, что нужно заниматься этим ради сыра. С ума можно сойти, сколько требуется дополнительной работы, чтобы он попал на стол и доставил удовольствие. Я вам позже покажу. Это еще самая легкая часть. Поразительно. Она такая живая, действительно похожа на шерсть. Еще попробуйте. Да. Снимайте 2 руками, и не нужно сильно нажимать. Легонько, чуть-чуть. Срезайте дальше. Понял. Забавно. Это еще легко. Да, легко. Готово? Ясно, вы срезаете кусками. Ясно. Я не знаю, как начать. Ну, давайте. Как взяться-то? Как? Вот так? Да, хорошо. Легонечко, Легонечко, чтобы не было потом мучительно больно, не используйте плечи, работайте руками. И сколько нужно заготовить таких шкурок? По-разному. За полдня 300-400 метров. Действительно, плечи уже ноют. Да ладно, кусочек только сделал. Нет, я понимаю, что будет спустя 300 метров.
Что скажете? Она умелая, отлично справляется. Правда? Да, она полна желания, потому что срезать и отрезать эти шкурки снова и снова — это уже много само по себе значит. Но нужно будет еще отнести их в машину. Так что она очень смелая. Считайте вашу жену смелой? Да, чтобы работать в лесу, нужно иметь сильный характер. Если ты слабохарактерный, то не выживешь в лесу. Вы такие милые оба в лесу. Спасибо. Мы родились не в капусте или на дереве, но всегда были частью природы. Я начал понимать, что в Швейцарии все хорошие истории заканчиваются кусочком сыра. Мы едем к дому Марианны и Армана, где сотнями сушатся шкурки, но где главным образом дегустируют. О, ваш Рен, Золотая гора. Можно взять так? Чудесный запах. Странно, действительно запах похожий... Да, и чем он ближе к коре, тем... Вот, видишь шкурку? Вы сами это сделали? Деревянная коробочка. Шкурка окружает сыр по кругу. Попробуем? Да, только выложим на доску. Отлично. Вы уже нарезали на кусочки. А ваш муж умеет резать. Безупречно. Мы поменялись ролями. Мы должны все съесть до самой шкурки? В какой-то мере. Это всегда становится дилеммой. Отлично, я обожаю свою программу. Ваше здоровье. За вас. Хотя без алкоголя. А лесоруб не будет пробовать? Сделать тебе, Арман? Идите сюда. Отличный вкус. Прекрасно. Какой вкусный, чудесно. Какая вкуснятина. Мы в горах Юра. Небо ощущает запах древесины, шкурки. Вот именно. Я с радостью провел этот день с вами. Спасибо, я тоже с удовольствием провела его с вами. Думаю, я полюблю Швейцарию. Это царство спокойствия, но всегда с каким-то сюрпризом, а за спокойствием скрывается чревоугодие. Под конец я оставил мифический культовый поезд в Швейцарии. Он отправляется со станции Сен-Морец, знаменитой станции горнолыжников. Незаменимый экспресс на ледник. Поезд, который за 7 часов пересечет 290 километров в горах и поднимется на высоту 2000 метров. Для путешественника это не только технический подвиг, но и целый спектакль. Честно, становится все лучше и лучше. Я словно в аквариуме, пузыре, который плывет по горам. И все это час за часом среди бесконечной красоты. Не каждый день едешь в таком поезде среди вечной красоты. И посмотрите, все по-настоящему. Здравствуйте, здравствуйте. У нас 28 заказов для первого класса. Ясно? Да. И солонина. Это кухня? Да, наша кухня. А это шеф-повар. Добрый день, шеф. Можно с ним поговорить? Конечно, прошу. Как дела? Отлично, спасибо. У вас самая потрясающая кухня в мире, потому что вокруг панорамные окна, и можно готовить среди восхитительного пейзажа. Это очень даже неплохо. Вы правы, тут красиво. Очень красиво. Обедать спокойно среди такой красоты – истинное наслаждение. Хотя есть маленькая незаменимая вещь для обеда в поезде, который ползет в гору. Бокал адаптирован к склону. Посмотрите, неплохо, да? Швейцарская точность. Невероятно. Сен-Морец, Цермат. В самом конце пути поезд приходит на другую станцию. Станцию любителей зимних видов спорта в местечке Цермат у подножия горы Маттерхорн высотой 4478 метра.
Чтобы сохранить тишину и чистый воздух, жители местечка постоянно голосуют против автомобилей, поэтому здесь разрешены только электрокары. Если спокойствие в деревне обеспечено, на трассах в данный момент совсем другая история. Обстановка на высоте радикально отличается. Летом здесь ведутся основные работы. Все спешат перед началом зимнего сезона. Нужно успеть установить новое оборудование на головокружительной высоте. А вот это совершенно безумная штука, потому что, хотя с виду не скажешь, а в Цермате сооружают самую высотную подвесную канатную дорогу в мире. Вы знаете, лыжники поднимаются зимой по канатной дороге высоко в горы. А чтобы ее построить, нужен бетон. А чтобы поднять бетон, нужно потрудиться. Смотрите. Впечатляет. И когда он приземляется, хочется оказаться подальше от него. Это суперспортивно. Он ставит, не знаю, как вы это называете, ведро с точностью до сантиметра. Это ведь не просто, да? Не просто? Нет. А вы не боитесь получить по физиономии ведром, когда вертолет его привозит? Иногда страшновато, но пилоты молодцы. Все пилоты умеют это делать. Они мастера своего дела. Меня поражает скорость их работы. Да, на рейс уходят 3 минуты. 3 минуты с учетом всего? Взять, поднять и опустить? Да, примерно 3 минуты. Ясно. Он возвращается. Без остановок. С ума сойти. Можно обалдеть. Сколько рейсов должен выполнить вертолет, чтобы перевезти бетон? Сегодня выработает 13 кубических метров. Значит, примерно 50. 50? Да. 50 рейсов вертолета? Да, примерно, но точно не скажу. Он прилетел, чтобы заправиться. Пожалуй, я воспользуюсь этим. Я с изумлением смотрел, как вы поднимаете и опускаете эти болтающиеся баки с бетоном, которые весят 800 килограммов. И делаете это так быстро и точно. Как вы видите то, что происходит под вертолетом? Нужно сделать тысячи и тысячи вылетов. Каждый пилот выполняет от 5 до 10 тысяч вылетов за 1 год. Так что это опыт, сноровка и постоянные тренировки. Контролируешь груз, гасишь удар, тормозишь, выравниваешь. Все это техника пилотирования. А куда вы доставляете бетон? Это же головокружительная высота. Да, прямо напротив старая подвесная дорога. Тут проходит еще одна канатная дорога. Есть 3-я линия электричества. Все это несколько усложняет работу, потому что приходится действовать безупречно на ветру и среди облаков. Так что это очень сложная, исключительная
стройка для нас. Но это интересная работа. А для пилота вертолета заниматься этим удовольствие или как? Удовольствие, потому что так мы расширяем свой опыт. Но с другой стороны, это очень и очень трудная работа. Необходима постоянная концентрация, потому что люфт минимальный. У нас нет права на ошибку. Мне представлялась Швейцария спокойной и мирной. И тут вдруг совершенно иное представление о стране. Ну, хорошо, что можно немного изменить мнение. Что тут есть не только мирные горцы. Вы тоже горцы, но неспокойные. Точно. Это верно. Я бы сказал, что мы настоящие горцы. Хорошо, но будьте осторожны. Что-то мне тут не нравится. Да, конечно, поэтому я вас высажу. Я обязан вас высадить здесь, а потом я попрощаюсь. И как знать, может, еще увидимся. Охотно. Хорошо, до свидания. Мне кажется, что Швейцария – это путешествие в другой тип отношения к жизни. Здесь важно жить как можно лучше и, насколько возможно, спокойно. Суметь заставить жить в мире в течение веков 26 кантонов с разнообразными диалектами, 4 официальными языками на небольшой территории – это настоящий подвиг, уникальный опыт. Умение общаться, находить взаимные компромиссы, обладать юмором. В целом, Швейцария – это высокоточные часы.